Всем привет! При сборке больших кубов рано или поздно возникает вопрос, какой куб сейчас является самым большим и смогу ли я его собрать. Поэтому у меня появился такой куб, с которым не сравнится никакой другой. Yuxin Huanglong 17×17. Почти 3 килограмма веса. Размер 17,5 на 17,5 сантиметров. 1538 внешних элементов. И этот куб является сейчас самым большим в мире из тех, которые находятся в массовом производстве. Также компания Shengshou выпускает куб 17×17, но по размеру он гораздо меньше этого. И мне хотелось приобрести и собрать именно самый большой по всем параметрам куб. Он без наклеек, цвета стандартные, довольно яркие и легко различимые. Давайте посмотрим на его упаковку. Упакован куб довольно просто. Вот такая коробка. Особо нечего о ней сказать. На ней указаны номеры и названия модели. Также много всего на китайском языке. Вот такая коробка. Но что более важно, в комплекте также идет набор с некоторыми запасными частями внутренних и внешних элементов. Вот части крестовины, болты с пружинами и некоторые внешние элементы. Это большой такой плюс, потому что при необходимости можно просто заменить нужные детали, вместо того, чтобы заказывать этот куб заново. Потому что если говорить о его стоимости, то как только компания Yuxin выпустила этот куб несколько лет назад, то цена на него как на эксклюзив была просто нереальна, несколько тысяч долларов. В наше время его стоимость упала в разы, и также многие онлайн-магазины время от времени делают хорошие скидки, поэтому этот куб сейчас стал гораздо более доступен для любителей испытать свои нервы на прочность. Чтобы оценить размер этого гиганта, я думаю, будет интересно сравнить его с другими кубами. Давайте возьмем, к примеру, уже известный нам куб Moyo 15×15. И с первого взгляда кажется, что он в 2 раза меньше куба Yuxin, но на самом деле ровно в 1,5 раза. Напомню, длина стороны куба Moyo 12 см и Yuxin 17,5 см. Meilong 11×11. И вот этот куб ровно в 2 раза меньше куба Yuxin. Длина его стороны 9 сантиметров. Также можем взять стандартный куб 3×3. Я думаю, разница очевидна и в сравнении не нуждается. Ну и самый маленький официальный кубик Рубика. В сравнении с самым большим кубом в мире 17×17 Yuxin. Вот после такого сравнения, подержав в руках этого монстра, заметил еще такой момент, что все остальные кубы, даже те, которые в свое время казались довольно большими, такие как 15×15 и даже 11×11, сейчас кажется они гораздо меньше. Я думаю, что их даже проще будет собирать, ну, конечно, только после того, как я соберу 17×17. Так что все относительно, и масштаб куба Yuxin просто нереальный, и я думаю, он говорит сам за себя. После первых эмоций мне пора задуматься, как я буду собирать этого гиганта, и стоит ли мне это делать. Честно говоря, до последнего надеялся, что размер его будет меньше. Но с точки зрения сборки мне нужно будет найти такой способ, при котором я смогу держать и вращать этот куб в течение нескольких часов с минимальной нагрузкой на руки и плечи. Также я заметил, что вращение куба довольно плавное, но вращается он только тогда, когда все его 17 слоев совмещены очень точно. Так что я уверен, что очень много времени у меня будет уходить только на их совмещение. Но до самой сборки
мне нужно привыкнуть к этому кубу и вообще свыкнуться просто с той мыслью, что раз уж он попал в мои руки, то мне ничего не остается, кроме как собрать его, независимо от того, сколько времени это займет. Так что не буду терять времени, буду искать способы подружиться с моим новым товарищем. Надеюсь, что это получится. Увидимся на сборке. Пока.